Всем привет! Находимся мы сегодня в очень классном, престижном комплексе, который называется Сибриз. Находится он в Азербайджане. Мы здесь впервые. Хотелось бы сегодня вам представить прекрасного человека, руководителя отдела по связям с инвесторами в компании Сибриз Мурата Джумалова. Вот. И надеюсь, мы ответим на все ваши вопросы, которые будут интересовать вас в будущем. А я думаю, интересовать будет очень многих, потому что проект шикарный. Я немножко прошлась по территории и уже обалдела. Вот, поэтому у меня вопросов очень много. Так что давайте приступим. Итак, сегодня мы поговорим о законах в Баку, которые непосредственно касаются новых покупателей из-за границы, в частности, о том, на каком основании и что делает очень привлекательным Сибриз именно для покупателей с Европы. Потому что все знают, что я работаю с европейским рынком. Я бы хотела очень привлекать не только страны СНГ, а и Европу в Баку, потому что считаю, что Баку именно заслуживает того, чтобы выйти вообще на мировой рынок, особенно с таким огромным сильным проектом. Мурат Бey, сегодня я хотела бы спросить у вас несколько вопросов, и меня в частности интересует, вот, например, чтобы вы мне рассказали первым делом, почему стоит обратить внимание на инвестирование и покупки недвижимости в Азербайджане непосредственно в Сибризе, например. Скажу так, в целом Баку на сегодняшний день очень активно и динамично развивающийся город, и в целом, как страна, Азербайджан очень активно и динамично развивается. И Сибриз является неотъемлемой частью вот этой динамики, точнее, я бы даже сказал, одной из самых динамичных частей, потому что за то, что мы с вами увидели на территории, то есть все, что до сих пор было построено, в принципе, можно сказать, что это труд где-то 5 лет. То есть за 5 лет мы построили так много. У нас геймплан, именно первой фазы, ту, которую мы с вами предыдущую посмотрели, я думаю, что можно будет видео вставить изображение, для того, чтобы зрители тоже план. понимали, да, геймплан. Состоит из 5 миллионов квадратных метров, из которых 2 мы уже построили, 1 200 000 мы строим параллельно. И осталось всего лишь построить 1 800 000. Огромная береговая линия, около Да. 7 километров, да? Первая фаза, она где-то в районе 7 километров. То есть именно по этой причине, на самом деле, очень интересно вкладываться в Сибриз, потому что помимо недвижимости мы также очень сильно развиваем инфраструктуру. То есть мы расширяемся по всем фронтам, и на данный момент выгоднее инвестиции, чем в Сибриз, я думаю, что в нашем городе нет. Да, речь идет не только о городе Баку или Азербайджане, а в целом, я думаю, что об СНГ. Опять-таки, может быть, где-то есть какие-то единичные случаи, но это, я думаю, что в виде чистой случайности происходит. Где-то за пределами, я имею в виду Сибриза. А в Сибризе это все систематично. Я видела вот на большом вот генплане, который в офисе стоит, вот Dreamliner, да, это флагманский такой проект, можно сказать, точно, да. Так и есть. Это Так будущая и визитная есть. карта города Баку. Вот, да, и он очень впечатляющий. Чья была вот вообще идея, задумка вот такого Идея на самом деле большого? принадлежит непосредственно именно Развичу. Проектировал проект, спроектирован он нашим архитектурным бюро Сибриз Дизайн во главе с директором, скажем так, этого подразделения Адель Хан. И проект на самом деле очень грандиозный, потому что я думаю, что лично я не встречал такого проекта в виде корабля,
на побережье. То есть бывали какие-то похожие проекты, где-то там кто-то пытался реализовать, но вот чтобы в такой форме это все было реализовано, я думаю, что это Ну, единичный плюс это случай. как насыпной, да, такой Это насыпной остров. полуостров, длиной, я думаю, что он чуть больше, чем полкилометра, потому что чуть больше 300 метров длина самого корабля. М, Да, на самом деле это Естественно. очень грандиозное строение, да, оно и не маленькое, скажу вам так. Состоит из 11 этажей, там 3 бассейна, спа-центр, ресторан на последнем этаже, скайбар. Также определенная коммерция планируется. То есть, на самом деле, очень интересный проект с подземным паркингом. То есть, несмотря на то, что в море. Подземный паркинг это очень хорошо, потому что я заметила в Баку непосредственно вообще проблемы с паркингом везде. Да, но у нас эта проблема решается тем, что мы, во-первых, имеем в каждом проекте подземный паркинг, а также у нас есть отдельные парковочные здания многоэтажные, где, в принципе, с легкостью можно оставить свой транспорт, а оттуда добраться в любую точку Сибириза или пешком, или даже можно заказать трансфер на гольф-каре. Трансфер на гольф-каре это стоит каких-то денег на территории Сибриза, или это принципе. входит в мейнтенанс, или как это? Это стоит денег каких-то, на самом деле, Мгм. эта сумма очень маленькая, и я бы даже сказал, довольно-таки смешная, всего лишь 5 монат, то есть на доллар это $3 делает. Из любой точки Сибириз, любой точки Сибириз. Супер, Да. супер. Например, по документальной части. Например, если иностранец решил приобрести здесь недвижимость, что ему для этого нужно? Только деньги. Скажу Паспорт? так. И паспорт. Да, в целом, как это все происходит? Человек, то есть, может оформить свою недвижимость, даже находясь за пределами страны. Супер. Да, Значит, это удаленно можно тоже, сделать да, это удаленно удаленно онлайн. тоже можно реализовать, и удаленно можно оплатить. То есть перечислениями с банка, Мгм. то есть счета на счет. Мгм. И при этом нет каких-то у нас ограничений для иностранцев на покупку недвижимости в Азербайджане. То есть мы, наоборот, открыты для такого рода Мгм. инвестиций. Поэтому, на самом деле, очень легко и просто можно совершить. Как государство вообще относится? Вот, например, если покупать недвижимость в Европе, там идет полностью, не знаю, там проверка всех счетов, откуда деньги, доказательства, вот это все. Вот это очень важный вопрос. Мне бы хотелось все равно понимать вот процедура покупки недвижимости иностранцам. То есть, Опять-таки, то есть человек- например, я приезжаю в Баку, да, пошла, походила вот по этому прекрасному комплексу, говорю, так, я хочу купить квартиру. Мгм. Что мне для этого нужно? Просто подойти в sales офис с Мгм. удостоверением личности и с деньгами. То есть можно даже А, без денег, можно даже для Это начала. делается какой-то резервационная форма, как я понимаю, да, Сначала оплачивается какие-то. как это все происходит? Мгм. Вы подходите в sales офис, выбираете недвижимость, после чего предоставляете нам свои документы на оформление. Мгм. Мы подготавливаем контракт, вы его подписываете, потом соответственно совершаете оплату и после чего получаете свою копию контракта с печатью, с подписью нашего директора. Оплата как происходит? Полностью стопроцентная или есть какие-то рассрочки? В зависимости Рассрочка от как работает? payment плана. То есть может быть стопроцентная оплата, может быть и рассрочка. Это дает какие-то привилегии при полной оплате, При например? полной оплате цена бывает более выгодная, скажем. Более на сколько процентов? В зависимости от проекта. Плюс-минус. Цифры назвать не могу. Это все индивидуально. Окей. На 3 года у нас в виде компании было, это на 50% первоначальный взнос. Сейчас скажу так, если там, я думаю, что если клиент там решит купить очень большой там пакет недвижимости, да, а так, в основном 2 года. В основном Два до, года. нет, в основном до 2 лет. То есть, окей, 2 А дальше года ипотека. Для иностранцев год. рассрочки, да, от застройщика, Да. да, получается. Окей, это нам важно сказать. То Окей, есть хорошо. мы как получается, приходит клиент к Мгм. вам, да, говорит, я покупаю эту квартиру, Мгм. сколько он должен внести? 50% или сколько? 30, минимум 30%. 30%, остальное на 12 месяцев. Можем поквартально сделать. Если, Мгм. чтобы им было удобнее платить, если он, допустим, каждый раз кэш с собой привозит. То есть у нас есть клиент, Мгм. который приезжает покупать, он оплачивает первый взнос, например, там 30%, дальше мы можем сделать рассрочку ему до 1 года. Совершенно верно. Правильно. Можно ежемесячно, а можно, если клиент изъявит свое желание, Мгм. сделать, я думаю, квартально тоже. Окей. И оплаты как происходят? Наличными, безналичными? И Криптой наличными, и сейчас безналичными. популярно, я знаю, принимают.
Окей, хорошо. Если, например, клиент покупает квартиру, Мгм. дает ли ему это преимущество, например, что-то в Азербайджане, как, например, ВНЖ оформить? Конечно, у него появляется ряд преимуществ. То есть, если он купил недвижимость дороже, чем 100 тысяч манат, это примерно делает 59 тысяч долларов, то есть Мгм. свыше 59 тысяч долларов. Если недвижимость готова, если у него по ней нет никакой задолженности, то есть если он полностью выплатил Мгм. всю сумму за нее, то он может подать документы на получение ВНЖ и с легкостью, в принципе, получить. А также при покупке именно недвижимости в Сибриз, вам, точнее, клиенту предоставляется банковская карта, кобренд-карта Мгм. Блинахок банка вместе с нами, то есть это коллаборация. Мгм. Благодаря этой карте он, в принципе, получает ряд скидок на территории Сибриз. Это в рестораны само Сибриз, это спа-центр, фитнес-центр, скидки на фестивале, на билеты на фестивале Мгм. Dreamfest, то есть везде 20%. Плюс он Ну, это получает большое ряд услуг преимущество. от визы, плюс это бывает или Miles, или кэшбэк-карта, откуда он там тоже может Мгм. себе какие-то бонусы накапливать. Мгм. И в целом вот так. То есть человек покупает недвижимость в Азербайджане, не имея ВНЖ, не имея Мгм. ничего. И он сразу же может получить эту карту банковскую и Ну, ей же пользоваться. открывают Да, сразу, да? полноценно, да, сразу М. же. Понятно. Ну, это очень хорошее преимущество, потому Да. что мало стран, которые так делают, на самом деле. Вот по резидентах Сибриза на Мгм. данный момент, вот, например, какое, какие страны преобладают? Вот здесь, например, кто покупает больше всего, какой маркет? У вас, я так понимаю, что, наверное, СНГ, как Больше вы всего, сказали. да, соответственно, покупают СНГ и, я бы сказал, наверное, Россия. Мгм. Россия преобладает, да. А так в целом и у нас есть покупатели с Европы и даже с Азии. Мгм. То есть, в принципе, со всех частей мира, я бы сказал. У нас, если в процентном соотношении брать, то почти 20% это покупатели из-за рубежа. Мгм. То есть почти каждый пятый человек. Ну, это прекрасно. Да, это прям такой Для Азербайджана, показатель да. внушительный. Учитывая Мгм. то, что несколько лет назад это было там порядка там 4-5%. То есть, если учитывать, до какого показателя мы дошли сейчас, то я думаю, что через года 3-4 этот показатель прям будет еще внушительнее, и то есть он ощутимо вырастет. М. После КОПа что изменилось? После КОПа мы еще раз, в Ощущение момент КОПа мы еще раз доказали, что Сибриз это, скажем так, на самом деле очень слаженно работающий организм, я бы его назвал. В принципе, я думаю, что большая часть гостей приехала именно сюда. То есть, если вот брать конкретную локацию и конкретное количество людей, Мгм. которые там оставалось. Ну и в целом очень много гостей из-за рубежа узнали, они были приятно шокированы Сибризом тем, что вот существует такой клевый комплекс. Да. Здесь все красиво, здесь все невероятно, и при этом, то есть, никто об этом не знал. Всё дорого-богато, все как любят. Да, все качественно. Качественно, Скажем так, да, все потому что качественно. я была, во многих странах Европы, и, сильно я не углублялась, не ходила, еще не смотрела. Вот, но то, что я увидела качество намного лучше, чем в Европе. Стараемся, Намного, да. потому что Даже посмотреть там на швы, как делают. То есть я смотрю на такие вещи, и я увидела очень колоссальную разницу. То есть здесь намного лучше. мы понимаем, Прям что деньги можно как бы заработать, если нужно будет. А бренд и имя это такая вещь, которая, то есть, вот она легко есть и все. потерять. Да, поэтому мы стараемся всегда все делать очень качественно и стараемся сделать лучше, чем кто-либо остальной, для того, чтобы, в принципе, все были довольны. Потому что у нас, в принципе, все резиденты, у нас на сегодняшний день порядка 16 тысяч резидентов, они все довольны. Многие даже между собой дружат. То есть у нас как такой закрытый комьюнити получился Мгм. здесь. И поэтому, то есть, знаете, как это привлекает и всех остальных, и вот этот комьюнити становится все Всё больше и больше и больше. Да, и больше. вот первая фаза подразумевает где-то порядка 115-120 тысяч резидентов. То есть, когда вот это все достроится, а достроится это, я думаю, очень скоро, 3-4 года, единственное, что, может, полумесяц потянет чуть больше. Кстати, по поводу полумесяца, вот я увидела вот в презентации, он очень красиво выглядит, и сказали, что там будут отели также, да?
какие отели Там на самом деле очень заявку? крупные бренды будут. Мы, например, уже подписали с Хилтоном договор. Еще вот Marriott, Интерконтиненталь и так далее. То есть с ними общаемся. И на самом деле много кто хочет зайти сюда. Мгм. Потому что все понимают, что Сибирь Видят это будущая перспективу. точка притяжения. Потому что здесь можно находиться круглый год. В отличие от, допустим, каких-то определенных похожих мест, где можно находиться только летом или только зимой, к примеру. Здесь, например, круглый год человек себя довольно комфортно чувствует. Летом он загорает, весной, осенью он наслаждается погодой, зимой здесь вообще, как Ну видите, да. то есть сказочно. Правда, снег не так часто идет, но он идет. Да, Но и зато не он настоящий, не как в Дубае. да, А да, кстати, Азербайджан медленно наступает на кстати, да. пятки Дубая. Да, очень многие сравнивают с Дубаем, на самом деле. Мгм. Но я, честно говоря, не люблю сравнения, потому что обычно, когда сравнивают, значит, равняете, да, на кого-то. Мы идем по своему конкретному пути, но если в целом сравнивать с популярностью, да, то есть мы стараемся догнать Дубай в этом плане, и, в принципе, уже многие о нас Азербайджан для слышат. меня вообще, я вот здесь третий раз вообще в жизни, Мгм. да, и каждый раз он для меня какой-то разный. То есть первый раз я приехала там с одной целью, второй раз я приехала на Формулу-1 смотреть, третий раз вот я сейчас приехала. Вот, и каждый раз вот что-то по-другому. И я понимаю, замечаю такие вот, для меня кто спросит, там, Азербайджан, что это? Ну, мы там недавно только услышали, я говорю, в смысле? Ну, очень мне кажется, что вот в Баку, да, например, непосредственно, я там сильно далеко не Мгм. выезжала за пределы, но как будто бы сошлись все, как будто бы макет Европы, да, по чуть-чуть, чуть-чуть взяли оттуда, такси взяли с Лондона, вот, насыпные острова, там еще что-то. Ну, то есть видно, что люди хотят и стремятся развиваться, да, то есть как бы это не просто там для галочки что-то сделано, а вот именно для комфорта для людей и что придает больше ценности, да, то есть начинают узнавать, потому что я все больше и больше начинаю слышать, я вижу даже в аэропортах Англии, так как я там живу, я вижу, стала замечать больше рейсов в Да. Азербайджан. Вот. И раньше не было так. Ну, в целом, опять-таки, мы все стремимся. То есть речь идет не только о Сибири, о Азербайджане в целом. Развивать страну. Каждый по-своему старается. Каждый вносит свой вклад, скажу так. Большой, Конечно. небольшой, но вот все стараются. Поэтому вот и учитывая то, что вы сказали, там вот каждая частичка напоминает каждую, каждую часть, скажем так, нашей планеты. Это, возможно, это связано с тем, что мы стараемся брать все самое лучшее из каких-то других стран, если мы это замечаем. Мгм. Да, и вот поэтому, то есть в эти все детали, в принципе, и замечаются у нас в Баку. One second. Давайте поговорим о налоговой системе и насколько это все добавляет веса при покупке недвижимости именно Я в бы Азербайджане. сказал так, это не добавляет веса в стоимость, а даже наоборот добавляет интереса к покупке. А, Да, потому что у нас на самом деле, вот когда я сказал, что страна заинтересована в привлечении инвестиций, я думаю, что это, то есть вот эта часть вот реализована в том, что налоги на самом деле у нас очень просто реализованы. На покупку нет никаких налогов, на продажу, соответственно, тоже. вообще ноль? Ну, знаете как, имеется просто какой-то определенный фи, который нужно выплатить. Если, к примеру, у вас, если вы купили только квартиру, у вас имеется контракт, Мгм. то есть у вас еще не купчая, Мгм. э, Контракт с застройщиком. да, контракт Мгм. застройщика, то вы платите 2% от стоимости контракта. Но опять-таки, если это родственники по первой линии, то это первый раз это бесплатно. А что Это касается для иностранцев для всех, или для и всех, для для всех, азербайджанцев, для и для всех. Мы не иностранцев? делим наших Ага. резидентов на иностранцев На и свой граждан чужой. Азербайджана, да, они все для нас родные. Мгм. Да, а что касается купчей, то есть если человек получил купчий, то он платит фи государственный, то есть определенную комиссию. Ну, там опять-таки скажу так, если он прописан в этой недвижимости больше 3 лет, то этот фи очень смешной, там в районе $500, даже чуть меньше, по-моему, если не Мгм. ошибаюсь. Но если он не прописан, к примеру, Мгм. или прописан он меньше 3 лет, то при продаже плюс-минус такие же проценты получаются. То есть в А районе как насчет 2%. НДС? НДС, ну это все включено. То есть вы имеете в виду при продаже, да? Ну, вообще, да, при покупке. При покупке, ну, стоимость это все входит. И при продаже то же самое. То есть вы дополнительно ничего не доплачиваете.
То есть это все уже Да, застройщик берет да, на себя это и включается это в цену, то есть совершенно верно. каких-то дополнительных трат не будет, Нет, правильно? то есть граждане страны, не граждане страны, Мгм. для них оплаты идентичны. То есть там То никакого есть, отличия нету. например, если у нас там в прайс-листе, допустим, Мгм. квартира выходит там, не знаю, на 200 тысяч долларов, То она 200 то она тысяч 200 долларов. тысяч долларов, да? То есть Совершенно вот верно. эти все какие-то маленькие Все включено. моментики мы уже all Совершенно верно. inclusive, да? И Поняла. еще вот налог на владение недвижимостью, он тоже на самом деле очень льготный, я бы сказал. Мгм. В год, к примеру, там формула, но я вам скажу так, да, к примеру, если у вас недвижимость в районе 100 квадратных метров, то в год вы платите где-то 20-30 долларов всего лишь. Окей. Да, то есть на самом деле здесь очень, я бы сказал, удобно владеть недвижимостью Мгм. и на этом еще зарабатывать, потому что если речь идет о Сибризе, то рост активов, то есть стоимость любого юнита, то есть будь это квартира или же таунхаус или вилла, она растет примерно в год от 20 до 35%. А что касается аренды, то окупаемость у нас до 10 лет, я бы сказал. Вот, Плюс у кстати, нас... по аренде интересно. Да, у нас есть еще своя компания, которая Мгм. называется Sibris Booking, то есть SIA. SIA.us. Сайт такой даже Мгм. у нас есть. Он похож на Booking.com, то есть вы можете зайти, посмотреть доступные опции в разных проектах. Там у каждого проекта там своя стоимость и так далее, и что-то снять в Мгм. аренду. На самом деле это удобно реализовано. То есть, к примеру, вы купили недвижимость в Мгм. Сибризе, вы предоставляете эту недвижимость нам. Мы взимаем до ну, где-то в районе 20-22% от общей выручки. Взамен мы вам находим клиента, мы его заселяем, при выселении проводим инвентаризацию, То есть проводим это как клиник. гарантированная аренда практически. Да, просто гарантии нет, но в Мгм. принципе все happy, все хорошо зарабатывают с Мгм. этого. И еще какой плюс в этом? Государственный налог составляет 14% Мгм. от, Аренда. да, от аренды. В нашем случае, оплатив вот эти, скажем так, 22%, 14% уже заложено у них. То А. есть вы дополнительно ничего не платите. Мы Мгм. платим за вас. Поэтому многие нерезиденты, то есть они приезжают, их это заинтересовывает, они покупают недвижимость, сдают ее в аренду. И отдали свою Да, головную и боль они в вообще, то есть, управляющую даже не компанию. думают о том, как, что. То есть они понимают, что все, Сибирь все контролирует, Мгм. там все клево, все супер. То есть недвижимость они покупают в рассрочку, к примеру, очень комфортно платят за нее, потом эта недвижимость начинает им приносить деньги, а на эти деньги еще недвижимость начинают покупать. То есть и вот в таком формате все это функционирует. Мгм. И к нам уже начали заходить, то есть очень крупные девелоперы иностранные. То есть уже речь идет о инвестициях очень больших размеров. Мгм. И это не буквально там несколько месяцев. То есть это уже довольно-таки довольно хороший промежуток назад. То есть уже начали заинтересовываться крупные девелоперы заходить. То есть Сибирь на самом деле очень сильно начал заинтересовывать игроков на международном рынке, крупных. Мгм. И сейчас все смотрят на Сибирь и понимают, что то есть, за ним будущее. Именно что касается стран СНГ, то здесь, я бы сказал, это одна из самых интересных точек, локаций, где особенно строят М. насыпные острова. Ну да. А по поводу, вот, например, обслуживания, да, вот комплекса, сколько это стоит, например, клиентам, которые покупают Скажу так, в минимальное год это или в 80 месяц? центов за квадратный метр, Мгм. прописанный в контракте. А, То есть площадь, которая прописана в контракте, она считается. К примеру, если у вас там проект подороже, то есть Мгм. попремиальней, то там может быть чуть больше, там Мгм. долларов где-то 20 центов и так далее. Ну да, потому Вот что туда есть там включено бизнес. все, в принципе, там чистка бассейна, охрана территории, чистка территории в целом, Вот в виллы Сибриз, такие также озеленение, красивые. все, Это все, все все, да. садовник там есть или Виллы это уже приватно в больше? самой вилле, то есть все, что внутри забора, то есть на Мгм. территории, это, соответственно, на самом Приватно. резиденте. Но М. он может за доплату, то есть нанять Заказать. садовника, да, мы ему это все организуем, Мгм. то есть чистка территории, чистка бассейна и так далее. А так, то есть мы только, скажу так, да, общие улицы. Мы следим за ними, общие Мгм. территории. А вот все, что касается уже приватной территории, то это уже резиденты сами делают. Мгм. Да, и вот учитывая то, что человек платит такую комиссию, и при этом, то есть все в нее включено, это на самом деле очень удобно. А что касается вилл, там на самом деле история еще интереснее, потому что люди обычно за границей немножко сторонятся покупки недвижимости именно в форме виллы. Почему? Потому Мгм. что
То есть за ним нужно следить, и Да, как-то привязанность большая. да, привязанность большая, и страшно оставить ее, потому что ты не знаешь, в каком состоянии она будет, когда ты вернешься. Да. В нашем случае, даже если нанять охранника, кстати, там такая же история. А в нашем случае, из-за того, что это закрытый комьюнити, закрытый город, то есть у нас есть резиденты, которые в год могут приехать всего лишь на месяц. Мгм. И представьте, что они отсутствуют 11 месяцев. Когда они понимают, что буквально через неделю они приедут в Сибриз, они заранее разговаривают с связываются с Мгм. резидент-менеджером. Резидент-менеджер это такой консьерж своего Мгм. проекта. То есть каждый проект имеет свой резидент-менеджер. Связывается с ним, просит, к примеру, постричь газон, почистить бассейн, провести клининг дома. И когда он прилетает, он по Всё дороге, готово. когда он едет, он может даже через приложение Сибриз Food Delivery, Сибриз Delivery, он может заказать себе еду, к примеру. И когда Мгм. он приезжает, у него все чисто, клево, еда доставлена. То есть еду можно доставить из любого ресторана Вообще на территории прекрасно. Сибриз. То есть, да, вообще, то есть, поэтому у нас здесь резиденты все, во-первых, счастливые, во-вторых, молодые, потому что они вообще не нервничают, не стрессуют на территории Сибриза. Да, Но это они все самое happy. важное. Нету Да, нервов, потому нету что, старения. да, потому что за деньги можно купить все, кроме молодости. Да. Да, И и вот мы здоровье. это все, да, здоровье, молодость, счастье, э, морально особенно. Поэтому мы это все понимаем и стараемся делать так, чтобы люди э, получали в Мгм. той форме, в которой нужно получать. Это супер. Да, Я очень, очень рада, потому что когда, ну, видишь, что вот как-то люди с душой к этому Мгм. подходят, да, ну, как бы подобное притягивает подобное, да, то есть как бы и резиденты вот это все счастливые, У да, нас на вот самом так. деле, да, у нас потому что все, кто работает в Сибриз, они чувствуют прям себя частью этого проекта. Потому что на самом деле это не назовешь рабочим местом, это как дом, понимаете? Вот, то есть, у М. меня нет ощущения, что я сейчас на работе. У меня ощущение того, что я сейчас дома. Как и у меня, так же у моих коллег, которые Мгм. вот у нас там в другом митинговом, к примеру, сидят. То есть мы все это в таком формате ощущаем, поэтому, конечно же, относиться как-то по-другому физически не получается. Даже если Мгм. человек захочет. И, соответственно, то же самое у наших резидентов. Они понимают, что здесь комфортно, чистое место. Нужно, наоборот, стараться его улучшать. Поэтому даже вот я вот сам лично всем нашим и инвесторам, и даже просто клиентам, допустим, когда у меня там Мгм. с ними образуется какое-то общение, я всегда говорю, что то есть они на самом деле являются частью, Счастье. той частью, которая помогает писать историю. И частью этой истории, соответственно. Мурат Бey, у меня есть несколько вопросов Мгм. от моих клиентов, которые непосредственно знали, что куда я лечу, и говорит, задай обязательно эти вопросы. Итак, первый вопрос. Баку– это больше про инвестиции в комфортную жизнь или но? Баку– это больше про инвестиции или комфортную жизнь? И про то, и про это. Да? Да. Про комфортные инвестиции, я бы даже сказал. А, Да, потому что на самом деле здесь и жить очень, очень комфортно. Я лично вот очень часто путешествую, и то есть нигде я себя так комфортно не чувствую. Дело не в том, что, допустим, у меня есть круг друзей и так далее, у меня есть везде, но здесь прям, не знаю, очень Насколько я классно. знаю, здесь курс доллара не менялся очень Курс долго, доллара не правильно? менялся с Очень 2014 стабильно года. С все. 2014 года, да, здесь все очень стабильно, и в целом здесь все очень вкусно, кстати. Ну Это да, один я из, тоже я заметила. думаю, у нас, кстати, вот это является одной из весомых причин, почему вообще в целом люди переезжают в Азербайджан, На потому что гастротуры? да, мне им здесь вообще в целом нравится, они покупают недвижимость, потому что здесь вкусно и клево, и тепло, и красиво. Здесь самое большое преимущество вообще в целом Азербайджана в чем? К примеру, вы живете в Сибризе, Мгм. и вы, то есть все лето вы загораете, вам комфортно, и вот наступила осень, вам тоже хорошо, но вот вы решили вот посмотреть на снег, покататься на лыжах. Буквально 1,5 часа езды из Баку в Шардах, такой комплекс курортный у нас, и вы уже оказываетесь на лыжах. Да, и вы уже катаетесь на лыжах. Мгм. Надоели лыжи, там буквально еще пару часов вы уже оказываетесь где-то в Гиабале, в лесу. То есть у нас, несмотря на то, что страна не такая большая, Богатая климат. у нас все под рукой, понимаете? То есть не нужно ехать там часами или днями куда-то для того, чтобы увидеть море или увидеть снег, или увидеть лес. Это все прям под рукой. Мгм. Да, у нас даже есть горы, как каньоны. То есть у нас на самом деле здесь очень много чего есть. Мгм. Просто из того, что немногие про это слышат, немногие про это знают,
нет такого прям сильного интереса мирового, но со временем, не со временем, я даже сказал бы, я думаю, в самое ближайшее время он появится. Потому что, то есть мы сами это очень ярко афишируем, как Азербайджан, а как Сибриз мы себя всегда везде Ну да. рекламируем, показываем для того, чтобы люди понимали, что есть очень клевое место, куда можно вложиться и где вообще можно комфортно пожить. Ну, конечно, да. Я знаю, летом здесь хорошо, да, хорошая жаркая погода. Здесь летом комфортная жара, не прям Ну, не как в 50, Дубае, да? да, ну, где-то 37, я думаю, 38 максимум Это бывает. более чем. Да, и плюс у нас вообще концепция какая, философия нашего проекта, это сделать все так, чтобы на расстоянии 2-3 километров от вашего дома, то есть от вашей квартиры, было все, начиная от школы, заканчивая яхт-клубом. В принципе, это уже реализовано. У нас есть Такой и яхт-клуб, one-stop shop. у нас есть и школа, у нас есть и детский сад, у нас и бизнес-центр с медикал-центр реферансом достраивается. И Также, концертики, и все, да, что и концерты. хочешь. Вот в этой части у нас здесь жара проходит. В дальнейшем, там, чуть ближе к полумесяцу, я бы даже сказал, прям рядом с ним, будет новая площадка, где будет проводиться концерты Мгм. Dreamfest. Также там будет построен проект на побережье, называется Venetian Harbor. Это проект, похожий на, если вы были в нашем, ну, то есть в центре нашего города, там у нас есть старый город, часть. Да. Похожий проект. То есть Мгм. там вот 2-3-этажные такие дома и маяк, и это все коммерция. Мгм. Также мы вот планируем провести сюда Формулу-1, то есть именно в сам Сибриз. Сейчас по этому поводу Серьезно? переговоры ведем, да. То есть мы на самом деле очень серьезно Это настроены. недешево И мы стоит. понимаем, но, то есть, да, и в целом вот в планах есть такое, то есть вот, обещать пока никому ничего не будем, но стараемся, я думаю, что мы к этому придем. Ну, очень То есть будет амбициозные проект цели, оформлен. поэтому На самом деле, я желаю удачи в этом. спасибо. Это На было бы самом деле очень много чего у нас здесь планируется реализовать. Э, Пока что все карты раскрывать не буду, но будет оставим очень это много, сюрпризом да, еще. будет очень много брендовых историй, будет очень много интересных проектов, особенно коммерческих. Я бы даже сказал, в ближайшее время. Да, и они очень сильно заинтересуют, я думаю, иностранных инвесторов. И в целом, то есть иностранных клиентов, кто рассматривает недвижимость на побережье. То есть, Супер. да, Так, давайте посмотрим, что нам тут еще интересно. Какие перспективы развития района, где находится Сибриз? очень большие. Я думаю, мы Раньше, только чтобы поговорили, вы да? понимали, здесь не было ничего. Здесь просто был песок, как бы пустая территория. Ну и было какое-то определенное количество частных домов. Ну, это как дача, скажем так, Мгм. дачный поселок. И стоимость здесь, и домов в целом земля, она была, ну, очень мизерная. То есть она никогда не привлекала там ни инвесторов, ни простых там каких-то клиентов, кто хочет на берегу моря построить. Ну, то есть определенное количество людей, которые здесь большую часть своего времени проводили когда-либо. То есть они опять смогли что-то купить и Мгм. построить. И Сибирь эту картину очень сильно поменял. Сейчас, э, я скажу так, да, самая дорогая земля, если брать Баку, Мгм. если не ошибаюсь, но я думаю, что не ошибаюсь, находится в Сибризе. То есть есть у нас в Баку определенный район, где земля стоит, ну, максимально дорого, ну, потому что ее там физически нет, Мгм. понимаете? То есть прям в самом-самом центре может быть Мгм. такое. Но опять-таки в наличии таких вариантов нет. А у Ну, нас в понятно. Сибризе, то есть сейчас, то есть у нас, честно говоря, тоже мы Ну, продали плюс еще определенную в территорию. связи с открытием новой дороги, это там Новая сколько, дорога — это 20, отдельная 20 минут история. или сколько В тебе? центр 20 минут. Чтобы вы понимали, я от Кёроглу, от стадиона до Сибриза. Раньше я доезжал за полчаса, э, именно оттуда, а с центра до стадиона еще где-то минут 20 было. Мгм. Сейчас вот от стадиона Сибриза доезжаю за 7-8 минут, по-моему. Да, в принципе от центра туда минут там 15. Мгм. Ну, то есть 20-25 минут в среднем. Я думаю, что, то есть, Да, очень очень выгодно. То есть быстро. очень много людей уже, то есть те, Если раньше это могло как-то останавливать, что так далеко от города, там, ну, да, с сейчас работы уже ехать, наоборот. добираться, сейчас уже лучше побыл в шумном городе и Да, и домой в приезжать в свое Сибирь, гнездышко. здесь тихо, спокойно, здесь звук моря, Ну да. свежий воздух. Так, Мурат Бey, еще такой есть вопрос. Какие 3 главных совета вы бы дали тем, кто рассматривает покупку недвижимости в Баку? Поторопиться,
Это первый совет, потому что, пока цены не подросли. опять-таки, это все будет расти. Это я не думаю, чтобы это остановилось, но сейчас это выгоднее, чем завтра. И тем более, чем послезавтра, скажем. Ну да. Это первый совет. Второй совет. Советую рассматривать, опять-таки, новые зоны, то есть где градостроение начинается с нуля, то есть где проект реализовывается не в той части, где уже что-то реализовано, Где а вот уже где с нуля. инфраструктура такая Да, а вот где с обширная. нуля это все рисуется. Потому что, ну, к примеру, если рассматривать проект, который строится где-то в центре города, то вокруг уже что-то имеется. И Мгм. этот проект, который застройщик хочет реализовать, девелопер, он не может его реализовать так, как он хочет, потому что там уже вокруг что-то имеется. Да. В Сибризе, например, эта возможность у нас имеется. Мы здесь все рисуем с чистого листа. У нас своя команда профессионалов, также привлечены иностранные профессионалы своего дела, которые нам вместе, то есть мы вместе с ними рисуем геймплан. У нас очень много архитектурных бюро иностранных. К примеру, вот одно из них это бюро Шона Килла. Вот, музей будущего в Дубае, вы, наверное, слышали. Они у нас сейчас проектируют 65-этажное здание, которое мы скоро начинаем строить. Это будет построено на звезде, рядом с полумесяцем. Мгм. То есть это будет прям, я думаю, одно из культовых строений. Не только Сибризу, но и в целом Это вот такое Баку. закрученное, да, там было на Оно на самом проекте, деле да, немножко было? другого дизайна, да, выглядело Мгм. изначально так, то есть уже Это финальный офисные дизайн. какие-то помещения или это отель? Там, Или я что думаю, вы что посмотрели? будет и коммерция, Мгм. и отель, и жилая недвижимость, соответственно, тоже. Мгм. Также у нас вот... Добираться туда на лодочке, да? Нет, зачем-то. Нет, у нас туда будет отдельная дорога вести. А, В да? форме моста. Ага, Да, мы понятно. это тоже продумали. И в той части у нас будет также своя марина. То есть у нас несколько марин будет на территории Сибриза. Супер. Да. А какая стоимость, вы не знаете случайно? Пока Сейчас что мы стоимость еще не ничего знаете. не озвучивали по этому поводу, Ну, да. я имею в виду по парковке там яхты. Нет, мы это сейчас Не знаете, рассчитываем, да. То есть это будет где-то в ближайшем будущем. Совершенно верно. И третий совет. Наверное, Баку рассматривают не только для инвестиций, но и для жизни. Потому что на самом деле очень комфортный для жизни город. И многие, кто приезжает сюда там на месяц, на 2, они потом уже все полностью переезжают, и они себя здесь очень комфортно чувствуют. Селятся в Поэтому, Сибири. да, не нужно смотреть на Баку как просто на деньги, то есть где можно там инвестировать еще больше завод и забрать. То есть надо смотреть на Баку как на просто новое место для жизни. Насколько вот, например, комфортно вообще для, не знаю, здесь больше вот, например, для семей, да? Речь идет о Сибризе. Дети учатся, например, здесь в приватных больше или государственных школах. Как люди вообще справляются вот с этим всем? Потому Именно что если речь с идет... семьями, например, в Европе не так легко, да? Ты там постоянно должен... Скажу так, в Сибризе, именно в Сибризе, Мгм. здесь семье очень комфортно. Потому что, во-первых, у нас здесь школа прям Мгм. рядом, у нас детский сад рядом, у нас имеются, опять-таки, спа-центр, фитнес-центр, то есть где Всё под есть, руками. да, все под рукой. Также имеется арт-центр у нас, где очень много интересных кружков для детей, для развития творческой стороны и для развития ребенка как личности. Мгм. То есть здесь на самом деле очень комфортно. И также имеется очень большое количество ресторанов, интертеймента, то есть для взрослых также. Мгм. Летом у нас вообще будет очень шумно, очень клево, то есть бывает очень много молодежи. То есть я хочу сказать, что у нас имеется в принципе все для всех аудиторий. Мгм. То есть и для взрослых, и для молодых, и для детей, и все себя довольно-таки комфортно чувствуют в Сибири. Прикольно. Последний вопрос. Мгм. Что бы вы хотели сказать тем, кто до сих пор сомневается в Азербайджане как в стране для вложений? Я бы сказал, не сомневайся. Если сомневаешься, не сомневайся, да. Не, на самом деле, я думаю, сомнения нужно отбросить. Потому что если не отбросить сомнений, то человек просто
знаете, как бывает, вот, Будет когда всю вы... жизнь сомневаться, да? Ну, и жалеть. И жалеть потом, Потому что я что, не да, купил. вы знаете, вот бывает, что человек думает, 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 а потом вот когда покупает или когда переезжает, он, ну, почему я не сделал этого раньше? То есть вот чтобы этих переживаний у человека не было и сожалений, нужно прямо сейчас действовать. Да. Прям однозначно советую. Да, это в real estate всегда так, что почему вы Да. на меня не нажали еще 5 лет назад? Если бы Почему не знал, сказали, что надо? Если бы я знал. если бы знал, Кто ж купил бы говорит? не одну, а 5 квартир, да. Да, Да, да. вот мы А очень теперь часто уже такие сталкиваемся, цены, и очень все часто с равно этой фразой покупают, да. сталкиваемся, да. Да, я тоже. Очень. В общем, Ну, вот так. есть как есть. Каждому, наверное, свое время, Судьба. поэтому и судьба, Судьба, да. да. Очень благодарна за сегодняшний Взаимно. такой наш conversation. Вот, и надеюсь, мы еще не раз встретимся Обязательно. уже с множеством happy клиентов, которые приедут и приобретут. Вот. Верю. Верю в это. Будем Да. ждать. Очень было приятно. И Взаимно. спасибо огромное. И вам спасибо. Спасибо огромное вам, что нас досмотрели до конца. Поэтому пишите, звоните, подписывайтесь, лайки, комментарии. Все как всегда, ничего не меняется. Вот. И до новых встреч в Азербайджане.